Всем доброго дня! Приветствую вас у себя на канале. И у нас с вами новое видео. Сегодня я иду за заказами. Нужно забрать заказ с Faberlic и нужно забрать заказ с Wildberries. Немножечко для вас поснимаю. Ну, а уже распаковку заказов я сделаю в следующих выпусках, чтобы не перегружать этот ролик. Ну что ж, пошли. Такая вот у нас стройка идет в лесополосе. Насколько я знаю, здесь будет что-то вроде развлекательного центра. Возможно, Ледовый дворец. Я, правда, не знаю конкретно, что здесь еще будет в этом здании. Вот в этой полосе. Там дальше, на противоположной стороне, есть спортшкола. Когда-то здесь начинали строить именно Ледовый дворец. Но начинали его, наверное, строительство еще в 90-х, в нулевых. И долгие годы стройка была заморожена. Ну вот начали строительство. И сейчас она ведется полным ходом. Что здесь конкретно будет, пока сказать не могу. Могу только догадываться, если честно. Начали конкретно вплотную, подошли к стройке, ну, уже после Нового года, ну, в начале этого года, да, 23-го. И уже практически каркас готов. Боковые стенки остались, даже дорожки вымостили. Правда, здесь еще идет грунтовка, но тем не менее. В общем, когда достроят, мы все это с вами внутри посмотрим. Но почему-то так получается, что у нас в городе в основном одни долгострои. Долго-долго совсем, если начинается что-то строить. Строится долго. И получается, что получается. В общем, достроится это здание. Мы с вами посмотрим потом. Ну, а я иду сейчас за заказом. Faberlic. Получаю я его вот здесь, в доме быта, на втором этаже. Такое небольшое здание двухэтажное. Когда-то был здесь дом быта, но сейчас называть его так и остались называть, да, называем. Ну, сейчас здесь парикмахерская, маленькое частное ателье, на втором этаже магазин дверей и окон. Так вот он выглядит. В общем, я пошла. Вот так вот выглядит наш новый открывшийся пункт выдачи. Есть 3 кабинки. Отделение небольшое, но довольно, в принципе, уютное. И довольно неплохой, приятный обслуживающий персонал. В принципе, мне понравилось. Ну, в общем, сам пункт выдачи на Wildberries, который вот я вам показывала, у нас недавно только открыли в городе, да. Я сама со Светлогорска, кто не знает, ну, к слову сказать, да, пункт новый находится на улице Калинина, 31. Сейчас, кто знает, ну, кто живет у нас в городе, у нас были микрорайоны, и сделали по улицам. Где это находится? Это территория 6-го микрорайона, возле аптеки, там, где ассорти магазин, аптека на 6-м да, и вот именно вот эта улица, которая идет от Березок, да, и упирается, получается, в частный сектор. Он находится именно здесь. Сам пункт выдачи мне понравился. Он небольшой, компактный. Как вы видели, 3 кабинки для примерочные, да. Сегодня на выдаче была девушка, ну, молодая женщина, если можно так сказать, примерно моего возраста, довольно приветливая. Больше нет добавить особо нечего. В общем, как пункт выдачи, да, скажу, что нареканий, в принципе, к пункту именно нет. Что же касается самой площадки Wildberries, опять начинают глючить. Перед тем, как вот сделать заказ на Wildberries, да, делала заказ я через приложение с телефона, установила себе Wildberries приложение, потому что, ну, как-никак, не люблю эту фразу, хотя сама иногда применяю. На дворе 21 век, и сегодня у нас телефоны находятся практически в кармане 24/7. Ну, условно, да, почти. И делать какие-то заказы на сайтах, ну, мне, наверное, как и большинству, удобнее с телефона. Это касается и Фаберлика, и Ламоды, и того же Валбериса, ну, в общем, Озон. Да, ну, не суть. Делала заказ с приложения.
Но а, через ноутбук на сайт я, наверное, дня 3 зайти не могла. Для чего на сайт? Планирую делать обзоры. Я их делала у себя на основном канале. Там, правда, про вязание, но рубрика такая была. Кому интересно, основной канал вязальный и кулинарный. Ссылка внизу. Так, к слову, маленькое лирическое отступление. Уже делала по весне такое видео. Тоже сайт глючил. Там же вы его найдете. Если не забуду, оставлю ссылку на то видео. Что случилось с сайтом в этот раз? Дня 3 не могла я зайти. Сбилась в смысле, извиняюсь, опять сейчас на работу бежать надо. В общем, планирую продолжать обзоры покупок с Валберис, только уже на этом канале. И с телефона, с приложения ссылки скопировать и вставить в описание я не могу. Для этого мне нужно было войти на сайт Валберис через ноутбук. 3 дня я пыталась войти, да, именно на белорусский сайт с белорусскими ценами. Ну, цены в Беларуси, чтобы там были, поскольку я живу в Беларуси, да, и не приходил мне код для подтверждения, для авторизации. 3 дня меня мурыжили, проверьте то, проверьте это, 5-е, 10-е. В общем, получилось мне войти только, наверное, с n-ного раза, и не по каждой ссылке в ноутбуке это можно было сделать, то есть через одну графу, где вот когда вы вбиваете в компьютере, в ноутбуке Валберис, у вас выскакивает целый список, да, Валберис, и уже жмете и заходите, да. Через один вот этот я только смогла зайти. И каково было мое удивление, когда приложение, личный кабинет в приложении, да, и личный кабинет в компьютере, в моем случае в ноутбуке, перестали синхронизироваться. То есть просмотры, то, что товары, которые я просматривала, есть, доставок там нет. Что будет дальше с сайтом, я не знаю. Но если я смогу, как говорится, добавлять ссылками, да, когда буду делать обзоры, ссылки добавлять под видео, я буду их добавлять. Если у меня не будет получаться в обзорах покупок добавлять ссылки, то я буду оставлять, наверное, артикулы. Вот. Кстати, напишите, как бы вам было бы удобнее, ссылки или артикулы, потому что как бы, мне, с одной стороны, артикулы даже добавлять проще, наверное, будет. Если будет продолжаться такая же херобура, простите за мой французский, с сайтом, да, если он у меня не будет синхронизироваться именно по покупкам, да, то, конечно же, мне будет проще артикулы добавлять. Есть ли смысл с ними им писать в техподдержку? Нет. Миллион отписок, проверьте свои устройства, сделайте то, сделайте 5-е, 10-е. Хотя я понимаю, что у меня с устройствами, ну, все в порядке. Там и кэш почищен, и переустановлено, и все остальное, что они советуют. У меня это 1500 раз было сделано. Поэтому такие вот дела, опять сайт Wildberries глючит и делает покупателям мозг. Я уже однажды говорила, что они таким образом потеряют покупателей, клиентов из Беларуси, но, возможно, и не только. И да, что еще я заметила, в ноутбуке у меня цены стоят в российских рублях, хотя в приложении в белорусских. Вот такие вот дела, ребят. Ну, для себя я, наверное, все-таки покупки некоторые делать буду, потому что есть вещи, которых сложно купить в моем городе, не потому что там сложно достать, нет, мой город у меня маленький, да, или же есть какие-то вещи для дома, какие-то мелочи, да, в плане пакетов для мусора, ватных дисков или еще какой-нибудь мелочевки такой, которая просто для меня дешевле. Дешевле заказать на Валберис, нежели купить у меня в городе. То есть покупать я в любом случае для себя буду что-то. Возможно, не часто, возможно, не в том количестве, которое для которого, скажем так, можно было бы сделать полноценный обзор минут на 20, но тем не менее покупки будут. Какие они будут, вы увидите у меня в обзорах. И если у меня не будет получаться оставлять ссылки, то это будет, скорее всего, более вероятно артикул. Я думаю, что по артикулам тоже можно будет эти товары найти. Я, правда, сама не искала, пока не умею. Если, кстати, вот тоже заодно, если вы
умеете, знаете, как искать товары на Валберес по артикулам, напишите мне в комментариях, потому что для меня это тоже актуально. Пока я этого делать не умею. Ну, дуб, дерево, хвойное, в общем. В общем, такие вот дела, ребята. Обзор на мои покупки уже увидите в отдельном видео. Я их вынесу в отдельный ролик. Сегодня буду прощаться. Спасибо, что были со мной. И пока-пока. До новых видео.